Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и мы продолжаем с вами вязать вот такую игрушку Сида. Можно связать плюшевую, вот такую милую, приятную. По этой же схеме вы можете связать и вот такой брелок. Тот же персонаж, но вот такая игрушка. Милый брелочек, который порадует вас и ваших близких. Ну и давайте я вам покажу немножко поближе каждую из игрушек. Сначала, которая связана из плюшевой ниточки. Вот такая милая игрушка получается. Размер ее 17 сантиметров. Можно связать ее из ниточки Dolce Baby Yarn Art. Но можно также связать и брелок на сумку подвес. Получится вот такая игрушка, повязушка. Все мы вяжем по одной схеме. И это вторая часть мастер-класса, где мы с вами закончим вязать наших сидов. Вот такого персонажа. Ну что, давайте начнем. Продолжим, вернее. И мы будем с вами сейчас вязать глазки. Нам понадобится белая ниточка. И начнем мы, как всегда, с вами с кольца амигуруми. Если вы вяжете подвес, то делаем кольцо амигуруми, в которое ввязываем 6 столбиков без накида. Но если вы вяжете плюшевой ниточкой, тогда, я повторюсь, вы вяжете 2 воздушные петли и в первую воздушную петлю вяжете 6 столбиков без накида. И это будет первый наш ряд. Итак, первый ряд связали. Второй ряд по схеме. Делаем 6 прибавок подряд. То есть каждую петлю мы вяжем по 2 столбика. И во втором ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Все это мы вяжем с вами беленькой ниточкой. Дальше в третьем ряду мы будем с вами менять нить. Поэтому я предлагаю вам не заканчивать последний столбик второго ряда. Берем нить основного цвета, из которого мы вязали сида. Вводим ниточку у меня бежевую. Беленькая ниточка нам уже не понадобится, поэтому можем ее обрезать. Ну, и я просто завяжу хвостик. Мне так удобнее. И давайте вязать дальше. Смотрите, мы с вами вяжем 3, 4 и 5 ряд по 12 столбиков без накида. Но 3 ряд вяжем не за 2 доли петли, а за заднюю долю петли. Вот смотрите. Захватываем заднюю долю петли и провязываем так 12 столбиков без накида. Это у нас с вами 3 ряд. Я сделаю это в ускоренном темпе. Знаете, тогда получится такая косичка, ну, вокруг белка. И провязали. А дальше уже 4 и 5 ряд мы вяжем, как обычно, за 2 доли петли по 12 столбиков без накида. И давайте я тоже сделаю это в ускоренном режиме. Здесь, в принципе, понятная легкая схема. И это предпоследний ряд глазика. Я провяжу быстренько. Готово. 6-й ряд, последний, как я уже сказала, и мы с вами вяжем 6 убавок подряд. Чтобы легче было, может быть, проще будет вот таким образом делать убавку. Вытягиваем петли и провязываем вместе. И в конце 6-го ряда у нас с вами должно остаться, соответственно, 6 столбиков. Так, я заканчиваю. Еще пару убавок. И глаз закончится. Вязание глазика закончим. Конечно же, мы свяжем с вами 2 штучки.
2 глаза. Так, ну все. Ниточку обрезаем. Возьмите подлиннее, потому что именно ею мы будем с вами пришивать потом глаза. Ниточку закрепили. Так, все эти хвостики, ну, я убираю вовнутрь. Вот туда все спрячу. Это будет как дополнительная набивка. Берем холофайбер. Тоже набиваем глазик. Так можно его набить так, чтобы он был плотненький. Хорошенький. Хорошо уплотнили. Вот. И теперь нам надо с вами стянуть наше вязание, чтобы окончательно сформировался глаз. И мы это делаем, как обычно, за 1/2 петли протягиваем ниточку. Смотрите, если вы вяжете из плюшечки, то каждый раз, когда вы продели иголкой петлю, подтягивайте сразу, потому что иначе будет сложновато все 6 подтянуть, может порваться ниточка. Так, хорошо, подтянули. Все, глаз готов. Потом мы его вышьем. Нам надо такие 2 штучки. Хорошо, а теперь давайте свяжем с вами носик для нашего сида. Нам понадобится коричневая ниточка. И начнем наше вязание. Здесь мы будем вязать с вами 5 воздушных петель. Закрепили нить. Первая петля, вторая, третья, четвертая и пятая. И с второй петли от крючка мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. В следующую петлю, это получается первую, которую мы вязали, мы делаем одну прибавку. То есть в эту петлю мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь поворачиваем наше вязание и по обратной стороне цепочки мы провязываем 3 столбика без накида. Первый провязали, теперь второй. И вот сюда третий столбик. И в этом у нас получается в первом ряду должно выйти 6 столбиков. Теперь возьмем маркер, чтобы не потеряться. И второй ряд вяжем по схеме. В первую петлю делаем одну прибавку. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида подряд. Первый столбик. В следующую петлю второй столбик. Тут мы будем вязать 2 прибавки. Первая прибавка и вторая. Дальше, потерялась, дальше вяжем 2 столбика. Первый столбик и второй. И у нас остается с вами одна петля, в которой мы провязываем одну прибавку. Итак, во втором ряду у нас с вами должно получиться уже 10 столбиков. Так, носик формируется. Смотрите, здесь маркер я вот так положу, оставлю просто, чтобы мне видно было начало третьего ряда. И начнем мы с прибавки. Вяжем одну прибавку. Потом 4 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий и четвертый. И снова у нас будут прибавки. Мы вяжем 2 прибавки. Первая,
и вторая. И мы продолжим вязание. 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. И в последнюю петлю мы провязываем одну прибавку. И в третьем ряду у нас с вами должно получиться 14 столбиков без накида. Четвертый ряд легкий. Мы просто с вами вяжем столбик в столбик. В четвертом ряду мы провязываем 14 столбиков по кругу. Я делаю это в ускоренном режиме. Здесь схема легкая. Так, закончили. Все. Мы с вами ниточку обрезаем, закрепляем. Можно сделать соединительный столбик. Потянули, носик готов. Ниточкой этой мы и пришьем его потом. Ну что, давайте теперь сделаем зубики. У нас же с вами сид-улыбашка с зубками. Для этого нам понадобится белая ниточка. Так, этого сида я пока положу здесь. И давайте начнем. Зубки. Вяжутся легко и просто. Закрепляем нить. И затем вяжем 3 воздушные петли. Первая, вторая и еще одна третья. И дальше по этой цепочке мы провязываем 2 столбика без накида. Первый провязали и вот второй. Первый зуб готов. Вяжем снова 3 воздушные петли. Первая, вторая и третья. И здесь мы вяжем 1 столбик без накида. Провязали все, зубки готовы. Нам нужно будет отрезать ниточку. Отрежьте ее подлиннее, потому что нам будет пришить эти зубки. Я здесь маленькую отрезала. Но это у меня уже второй вариант зубиков. Как видите, я уже пришила своему сиду зубики. Но они точно такие же. Готово. Хочу обратить ваше внимание. Смотрите, сначала мы пришиваем зубки, а потом вышиваем улыбку. Если это брелок, то достаточно будет одной улыбочки, как бы. Покажу вам поближе, как я пришила. Ну, это все очень легко и просто. Но если вы вяжете плюшевую игрушку, то я бы вам посоветовала вот такую улыбку сделать, как бы раскрытую. Но это уже ваша фантазия, выберите свой вариант. А мы давайте продолжим. Ну что, мы все связали, остался только хвостик. Давайте свяжем хвостик для нашей игрушки, плюшки. И как обычно, мы начнем с кольца амигуруми. Если вы вяжете из обычной хлопковой ниточки, мы делаем кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Но если вы вяжете из плюшки, не обижайтесь, но я повторю, тогда лучше связать 2 воздушные петли и в первую петлю вывязать 6 столбиков без накида. Так у вас ниточка не порвется и все получится. Второй ряд мы с вами вяжем столбик без накида, прибавка, и так повторим 3 раза. И во втором ряду у нас должно уже получиться 9 столбиков. Схема легкая и простая. Вяжется быстро. Столбик без накида, прибавка. Вот она моя последняя прибавочка в этом ряду. И второй ряд закончен. Давайте сделаем, здесь возьмем маркер, я его просто вот так положу, чтобы мне было видно начало ряда. И следующий, третий ряд, мы вяжем по кругу 9 столбиков. Столбик в столбик. Я сделаю это в ускоренном режиме, чтобы не отнимать ваше время.
Закончили. Четвертый ряд, схема вязания у нас 2 столбика без накида, прибавка. Тоже повторим это 3 раза. И в четвертом ряду у нас с вами уже будет 12 столбиков. Продолжаем наше вязание. 2 столбика и прибавка. А пока мы вяжем с вами четвертый ряд, я приглашаю вас, если вы еще не подписаны на мой канал, в первый раз вяжете со мной игрушку, и вам это нравится, подпишитесь, потому что впереди будут новые интересные проекты. Поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет приятно. А пятый ряд мы с вами вяжем 12 столбиков без накида подряд. И я это сделала быстро. Шестой ряд. Схема вязания 3 столбика, прибавка. Так повторим 3 раза. И в шестом ряду у нас с вами будет 15 столбиков. Опять включу ускоренный режим. У нас осталось буквально с вами 2 ряда связать, и хвостик будет готов. Вот 7-й и 8-й ряд мы будем с вами вязать по 15 столбиков без накида. И опять же, давайте я это сделаю в ускоренном режиме. Вы можете просто нажать на паузу и связать это за кадром. Вы можете примерить к своей игрушке. Может быть, вам покажется, что этого хвостика недостаточно. Ну, добавьте еще один ряд. Или, может быть, вам он очень большой. Свяжите тогда на один ряд меньше. Закончим мы соединительным столбиком. Ниточку я вам предлагаю хвостик подлиннее отрезать, потому что именно им вы будете и пришивать хвостик к ленивцу. Ниточку закрепили, все маркеры убрали, хвостики внутрь спрятали. Хорошо. Ну и вот я вам покажу, где его пришивать. Я думаю, вы это уже сделаете сами. Вот наш ленивец почти готов. Осталось совсем немножко. Давайте я пришью за кадром, и потом уже продолжим собирать нашу игрушку. Так, ну что, смотрите, все части у нас уже связаны, глазки связаны, носик связан, зубки связаны. Давайте я вам покажу, где я пришила глазки. Я пришила глазки, если так посчитать, то это будет 4-й ряд от центра. 4-й ряд от кольца амигуруми. И на этом же уровне, в принципе, и носик начинает пришиваться, скажем так, да, примерно на одном уровне. Вы уже посмотрите по своей игрушке, как вам будет милее и интереснее, да, он выглядеть. А что касается глазика, здесь я вышила зрачок хлопковой ниточкой. Просто взяла иголочкой и вышила ее. Вы можете, в принципе, вставить туда глазик пластмассовый, или можно тоже нарисовать акриловой красочкой, это тоже вариант. Мне показалось, что легче будет вышить, поэтому я использовала такой вариант. Что касается ресничек, той же хлопковой ниточкой я взяла и просто начала вязать, не вязать, начала иголкой делать петли. Давайте я вам расскажу как. Закрепила иголку, нитку, потом одну петлю сделала, закрепила ее, следующую петлю закрепила и еще одну петлю закрепила. Ниточку вывела в нижнее веко и повторила точно таким образом. Потом я эти петельки разрезала, и получились вот такие реснички. Чтобы они были более жесткими, я обработала их клеем ПВА, и они прекрасно держат форму. Вот такой вариант. Если он вам нравится, пожалуйста, воспользуйтесь. Ну что, вот такая игрушка у нас получилась. Или вот такая.
Скажите мне в комментариях, какого Сида вы связали? Плюшевого или брелочек? Мне будет очень интересно. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.